Приветствую всех, я снова на рыбалке. Прошлым летом появился впервые комментарий под одним из моих видеороликов «Рыбалка на лодке», что съездив в Дубки, я там поймал сама. Вот. И я здесь ни разу еще не был, это Дубки, недалеко от Аракчино. И вот буквально я приехал неделю назад с острова Судачи, и тоже появился комментарий: съездите порыбачьте в Дубки. Это такой залив, там дальше Волга. И я вот решил сюда приехать. Ну, во-первых, сперва посмотреть. Я приехал без лодки сюда. Вот, тут такая дорога, что здесь лодку никак не протянуть. Вот там трасса. С той стороны, может быть, и можно протянуть лодку. Но пока я решил просто проведать маршрут. И, по большей части на пляж. Вот там вот сейчас будет Волга, и там пляж. На пляж иду. Я взял с собой удочки, оснастку, наживку. Сейчас сперва покупаемся на Волге, на пляже. Я тут посмотрю дорогу, а вечером закину поплавочную взял удочку и еще спиннинг взял. Так, пока просто иду. Залив, оказывается, широкий. Я думал, он небольшой. Так по карте смотришь. А когда сюда приехал, смотрю, довольно-таки большой залив. Плавают здесь утки. Но не вижу, чтобы рыба плескалась. Я не знаю, есть здесь рыба или нет. Надо будет вечером сесть. Но вдоль берега иду и смотрю, рогатины-то по берегам воткнуты. Кострище даже где-то там есть. То есть сидят рыбаки. С той стороны, кстати, подход вымощен плитами. Гораздо удобнее. Вон там труба. И до трассы ближе. Я вот сейчас хочу посмотреть, есть ли переход, потому что мы вышли на остановке Водозабор и обходим этот залив, чтобы до пляжа добраться. А если вот там будет проход, то можно будет ближе. Вон, слышите шум? Там трасса, вот буквально, вон даже машина мелькнула. Там 50 метров до трассы. Там автобус ходит. Просто я хочу еще посмотреть сам пляж. Так что пока на пляж, а потом уже рыбалка. Так, а вот сам залив. Начало залива. Это уже Волга. Я думал, здесь будет перешеек по фотографиям в интернете. Но перешейка никакого здесь нет. Хотя я вот думаю, здесь вот мелко. Вон там камыши, и там дальше камыши. Наверное, где-то 2 метра, может 3. Но тут только на лодке. По берегу вот здесь уже камыш пошел. Вон там тоже, смотрю, камыш. Надо в бинокль глянуть. А здесь уже Волга. На другой стороне Аракчино. Так, сейчас до пляжа еще немножечко осталось. В принципе, с лодкой сюда можно приехать. Там недалеко от дороги. И даже, наверное, можно найти место для ночлега. Но вопрос, есть ли тут рыба, вот в чем. Какой вопрос. Так, ладно, пойду до пляжа дойду. На берегу Волги 2 утки ходят. Мама и утенок. Этот вообще молоденький. Кряковый. Хотя вторая тоже молоденькая. Так, пляжа я не нашел. Может, конечно, он дальше. Тут уже Волга. Тут все заросло. Не знаю, дальше пройти, не пройти. Вода зеленая, я думал искупаться. Смотрите, что. То я выйду, весь вот такой буду зеленый. Прошел я вдоль берега. Там пара сидит, костер горит. Спросил насчет пляжа. Сказали, что весь берег вот такой вот. Потому что воды много, она под самый берег подошла. И, в общем,
Никакого такого песчаного пляжа там дальше нет. И весь берег вот в таком вот виде. Ну и сами видите, какая вода. Это Волга. На другой стороне Аракчино, Услон. А вот слева остров. Но это не Маркиз, а может быть и Маркиз. Я так сейчас трудно сориентироваться, какой это остров. Потому что я выходил зимой в районе водозабора, и там был остров Маркиз. А это я не знаю, что за остров. Вполне возможно, это остров Маркиз, просто его отсюда не видно. То есть не этот остров, а там следующий. А может быть и этот остров, я не знаю. Но берег вот везде такой. Так, ну пойду обратно в сторону залива. Здесь делать, в принципе, нечего. Так, ну вот она, вечерняя рыбалка с берега на удочку. Подозреваю, что тот человек, который мне оставил комментарий относительно этого залива в Дубках, недалеко от Аракчино, посмотрит мое видео. Я рыбачу. Я здесь уже около часа с удочками, ну, минут 40. Ни одной поклевки. И я расскажу про свои снасти. Вот у меня 2 удочки стоит. Одна поплавочная. Вон поплавок. Вторая у меня донка. Кормушку забил прикормом. И в качестве наживки я использую перловку. Пробовал менять то перловку, то горох. И еще специальные такие купил шарики. Вот они. Желтые бойлы. Коронавирус называются. С запахом чеснока. Вот их насаживаю. Они плавающие. Плавающие бойлы. Это перловка. Вот она. Здесь прикорм. Этот, ну, тоже покупной. С гороховым вкусом. И еще горох. Вот горох. Пробовал закидывать еще опарыша. Ну вот минут 15 стоял опарыш. Сейчас я поставил... ну вот эти бойлы стоят. И горох сейчас поставил на поплавочную удочку. А здесь донка. Докинул. Ну не до середины я ее зашвырнул. Ну так приблизительно. Если вот середина залива и вот еще пополам поделить, вот где-то вот там вот у меня сейчас лежит кормушка на дне с перловкой и бойлы. Вон утка плавает. Здесь у меня поплавочная удочка. Ну, я периодически подкармливаю. Вот. Беру подкормку. И подкармливаю. Вот перловка. Я сейчас туда зашвырну. Далеко не закидываю поплавочную удочку. Здесь около берега она у меня. Я когда купался, видел небольших мальков. Это говорит о том, что, возможно, здесь рыба-то и есть. Но всплесков я не видел. Также кидал спиннинг. Вот такой. Я не знаю, есть тут щука или нет. Я прошелся по берегу, там покидал, тут покидал. С берега кидать очень неудобно, после того, как я с лодки кидаю.
Потому что зацепляются за деревья. Закидываешь, и за деревья иногда за кусты зацепляются. Нет, поклевок нет. Ну, раз уж я сюда приехал, побуду, наверное, до темноты. Потом пойду домой. Но, если честно, я изначально сюда ехал с большими сомнениями, что здесь вообще-то есть рыба. Вон на той стороне тоже ловят, ну, пытаются. Они вот отсюда начали, вдоль берега шли, кидают, но я не видел, чтобы они доставали рыбу. По этому берегу в нескольких местах я видел, стоят рогатины. Вот там чуть дальше еще есть местечко, где стоят рогатины, чтобы мне удочки воткнуть. У меня, видите, с собой нет этих рогатин. Как бы я с берега-то летом не рыбачу. То есть у меня все с лодки. Я не пойму, она тоже спиннинг, что ли, кидает? Далеко закидывает. Ну, точно не поплавочная. Тихо. Может быть, и есть рыба, но не так много, как хотелось бы. Вон, видите, она как кидает. Или он, не вижу. Она или он. Спиннинг, наверное. Потому что они вот так вдоль берега идут и кидают. Я на эту удочку донку повесил бубенцы. Если поклевка будет, бубенцы вот так вот начнут сигнализировать. Да, они спиннинг кидают, потому что передвигаются. Так, ну, что сказать. Рыбы нет. Вот они, дубки. Ну, пойдемте, кину спиннинг. Я здесь не кидаю, чтобы не шуметь. Знаете, даже нету всплесков рыб. Вот что смущает. Потому что, вечером рыба плещется. Хищник-то выходит. Ну, допустим, здесь щуки нет, кому плескаться, но даже тот же самый карась или карп, он все равно иногда плещется. Вот в прошлый раз-то я был около Судачева. Там был крупный, я видел. Я туда обязательно отправлюсь, просто пока я взял паузу. Я сейчас занимаюсь якорной системой. Вернее, уже закончил. Я якорь купил новый. Рым на лодку приклеил, ролик. В общем, вот этим уже всю неделю занимаюсь, уже все закончил. Сейчас просто пока отдыхаю от лодки. Наверное, через недельку выплыву. Вот здесь вот сейчас давайте попробуем зашвырнуть спиннинг. Если он не застрянет. Вот справа ива, там застревает. Не получилось. Неудобно с берега кидать мне, я не привык.
Ну, не знаю, видели, не видели, где плюхнулась. Почти середина. Все, и крутим. Но знаете, наличие щуки все-таки всплески. Всплесков нет. Дно здесь травянистое, водоросли. Вот, смотрите. О, гриб какой-то. Поганка. Ну, в общем, вот так вот я говорю. Я просто, знаете, сюда больше поехал вот ради того человека, который говорит, что вот дубки, залив. Вот он залив. Вот он я. Спиннинг на щуку. Донку поставил. Поплавочная удочка. Перловка, горох, бойлы чесночные. Просто, знаете, была бы даже поклевка или пропадала бы наживка. Но не пропадает. О, смотрите, какой гриб. Наживка не пропадает. Слушайте, это не грусть? Офигеть, это же грусть. Серьезно, тут грузди? Да, смотрите, их собирали, срезаны. Ёлы-палы. Это же грузди. Надо походить. Какая тут нафиг рыбалка. Если тут грузди растут. Вот я сейчас чем займусь. Ребята, это грусть. Так. Я никак не ожидал. Главное, его и не собрали. Почему? Вот этот срезали. Вот она ножка. Я ножку тоже возьму. Ну, груздья их солить только. Хотя можно и пожарить. Пойду сейчас похожу здесь маленько, пока светло. Потому что, ну что, не клюет. А сидеть, стоять, смотреть в поплавок, ну, просто если там рыба есть, то она мне будет снимать наживку. Но она не снимает наживку. То есть вот я как закинул. Ну, смотрите. И далее что я нашел. Ну, поплавок как стоит, так стоит. Надо перезакинуть. Далее что я нашел. Грусть. Опа. Колокольчики. Ну-ка, надо вытянуть. Колокольчики звякнули. Я сейчас достану и проверю. Есть там что-нибудь?
Сидел на крючке. Вот он. Лещ. Слушайте, первый улов. Довольно крупный. Или карась. Не, по-моему, лещ. Ну, я в основном ловлю судаков, бершей, в них разбираюсь. В такой рыбе не разбираюсь, поэтому, ребятки, посмотрите, кто это, и скажете. Первая рыбка. Не, по-моему, лещ. Все, сейчас закидываю. Я же говорю, колокольчики зазвенели. Я его даже не подсекал, он там сидел. Сейчас покажу оснастку. Вот он, ну запуталась. Кормушка, она сколько грамм? 50? Я не помню, сколько она грамм. 50, что ли. И 2 крючка. Причем наживка целая. Как он взял. Странно. Смотрите. Здесь целая. Тут целая. А, вот он за этот взял нижний. Чуть-чуть слезла. Чуть-чуть слезла. Все, сейчас снова снаряжаю. Перловка. И закидываю. Ну что, ребятки, первый улов. Можете меня поздравить. Поплавочная молчит. Вот там в середине. По-моему, лещ. Чтоб не ошибиться. Ну, я не буду его. Я взял садок, но я до темноты и потом домой. То есть пусть лежит, не испортится, я думаю. Вот такая рыба. Начинает темнеть. Поклевок не было. Сейчас мимо меня вернулся этот мужик. Со спиннингом он туда ходил, кидал. Нету. Говорит, из-за того, что жарко, она не активна. Щука имеется в виду. Ну, сегодня действительно, сегодня тоже жарко было. 33 градуса было днем. В тени, на солнце еще больше. В такую жаркую погоду обычно рыба не клюет, но вот сейчас к вечеру попрохладней. Он, кстати, плещется. Как раз там, где у меня донка закинута. Я до темноты здесь посижу. Как раз вот там, где донка плеснулась на поверхности. У меня случилась неприятность, ребятки. Спиннинг кидал вот там. Колокольчики нет. Спиннинг кидал. Зацеп произошел. Зацепилась. Сперва хотел в воду лезть, потом думаю, да. На руку намотал леску и обрыв. Грузило
и эту рыбка силиконовая, беленькая. Там на дне осталась. Вы знаете, я начал склоняться к тому, я уже заказал неделю назад на Озоне, дешевые воблеры поверхностные, чтобы они не по дну шли, а по поверхности. Долго идут, там из Китая, что ли, они идут. В середине августа придут. Склоняюсь вот к тому, чтобы уже на них, потому что зацепы постоянно. Постоянно зацепы, я постоянно теряю этот силикон. Ладно, он дешевый, я его много накупил. У меня его много. И эти джиговые головки тоже есть еще в запасе. Но периодически зацепы. Вот когда на лодке рыбачу, зацепов нет, потому что я кидаю на глубине. А здесь около берега, то ли коряга там была, фиг его знает. Скорее всего, коряга. Потому что если бы трава, я вытащил. А так произошел зацеп, и у меня силикон там остался. Наживка. Поэтому заказал поверхностную, буду кидать поверхностную. Он мне снова фотографии показал. Щука, действительно. Щука здесь, говорит, ловил. Еще говорит, я ему рыбу показал, говорит, это сорожка. Сорожка, я не знаю. Может быть и сорожка. Говорит, тоже здесь ходят. Ловят. И сорожку ловят. Я одну, вытащил. Тишина. Подозреваю, что жара, да, как он говорит, что жаркая рыба, неактивна. Утки крякают. Полетели. Когда-то я на них охотился. 3 утки. Раз села. Далековато. А так вот манком. Кряк-кряк-кряк, она подплывает, бах. Добыл. На уток я уже не охочусь давным-давно. В 90-е охотился, в начале 2000-х. Так, темнеет, ребятки, пока снимать нечего. До темноты, потом собираюсь, и все, и домой, потому что в темноте уже и поплавок не будет видно. Донка молчит. Вот он, мой улов. Несколько груздей. От опарыша я, пожалуй, тоже откажусь. Буду ловить на бойлики, на эти. На горох. Кстати, эти опарыши в холодильнике у меня пролежали месяц. Это, наверное, рекорд. Там часть сдохла. Представляете? Видите, шевелится. Месяц лежали опарыши. Я когда в магазине покупал, мне сказали, неделя. Это еще прошлым летом было. Я так и думал, где-то примерно неделя. Месяц лежат опарыши живые. Но на опарыши что-то не знаю. Да и вообще ни на что не клюет. На бойлик взял эта сорожка одна. Опарыши больше не буду покупать. Так, давайте еще я тут до темноты. Потом уже когда соберусь, то кто его знает. Вдруг бубенчики зазвенят, вдруг клюнет. К берегу я сомневаюсь, что рыба подойдет, а там на глубине вполне может быть. Так что, когда уже соберусь по темноте, подведу итог. Уже хороший итог. Одна рыба. Так, я уже иду домой. Там сзади меня водозабор. В общем, результат сегодняшней рыбалки — это сорожка. Сами видели. Парочку груздей. И, кстати, без убытка не обошлось. У меня обрыв. Потерял один обрыв. Еще второй обрыв случился, когда я доставал донку. Зацепилась за корягу. Одна леска там оборвалась. В общем, такой результат. Все, заканчиваю это видео. И выложу в Ютубе, в Дзен, ВКонтакте, а также на своем сайте отчет с фотографиями будет. Все, иду на автобусную остановку и домой.
Следующая рыбалка, наверное, уже будет на лодке, я думаю, где-то через недельку. Так что не пропустите. Все, всем пока, до новых встреч.